Всем привет! Меня зовут Марина, и вы на канале Russian Language Club. Я сейчас нахожусь в городе Мурманск. Мурманск – это столица Заполярья или столица Арктики. Это город, который находится на северо-западе России. То есть вы наверняка знаете, что на северо-западе находится Санкт-Петербург или Республика Карелия. Я там уже была. Мурманск находится еще севернее. Он находится на Кольском полуострове. Кольский полуостров как раз Баренцево море и Северный Ледовитый океан. То есть, если вы хотите побывать на Северном Ледовитом океане, то приезжайте в Мурманск. В Мурманске живет всего 200 тысяч человек. Раньше в Мурманске жило намного больше людей. К сожалению, с каждым годом население сокращается, люди уезжают. И в основном они переезжают в Санкт-Петербург, ближайший крупный город к Мурманску. Чем же знаменит этот город? В первую очередь этот город знаменит северным сиянием. Северное сияние – это момент, который вы увидите ночью. Ночью появляются вот такие вот переливы в небе, линии. И обычно они зеленого цвета. Мы сюда приехали в Мурманск именно за этим, посмотреть на северное сияние. Сегодня у нас 8 января, и в Мурманске все еще полярная ночь. То есть на улице вот так вот темно, если вам видно. Что такое полярная ночь? Это когда не поднимается солнце. То есть днем так же темно, практически так же темно, как и ночью. Конечно, днем немного светлее, но все равно темно, без солнца. Мы отправляемся в Мурманск. Лети! Это не самый популярный город для путешествий в России, но хоть раз в жизни его надо увидеть и обязательно посмотреть там северное сияние. Именно за этим мы туда летим. Мы прилетели в Мурманск. Здесь очень снежно. Аэропорт, видите, такой небольшой, маленький. Смотрите, какая красота. Все очень снежно, красиво. Но, к сожалению, у нас под большим вопросом северное сияние, потому что, вы помните, что мы приехали сюда смотреть северное сияние. К сожалению, погода не очень хорошая, метели, и, может быть, мы сегодня и не посмотрим. Но надеюсь, все будет удачно. Такая красота. Мы в Мурманске, в центре Мурманска. Дизайнная надпись: на севере жить. Мы находимся на площади, которая называется площадь 5 углов. Все логично. Здесь перекресток, который соединяет 5 улиц. Получается 5 улиц. Называется 5 углов. И за мной вот находится елка Мурманска. Очень, кстати, красивая. Сейчас покажу, как она внутри выглядит. Это елка внутри. Офигенно круто. Мурманск — это город, который находится на севере. И понятно, что в январе здесь очень много снега. Но посмотрите, что со мной. Это дом, который сделан полностью изо льда. И туда можно заходить внутрь. Смотрите, там даже стоит елочка. Мило. А вон там дальше находится, вот так, видите, горка, полностью сделанная изо льда, и какие-то фигурки. Пойдемте посмотрим, что это за фигурки. Мы зашли на территорию,
И вот это вот такой снеговичок. Здесь очень много разных фигурок. Снеговичок. Это уже кто-то сломанный. Елочка. Это такой вот лес, наверное, да. Потому что очень много елочек. И просто такой лес. И это полностью сделано изо льда. Время приближается к полуночи. В Мурманске практически все закрыто. Но радует, что работает иллюминация. Вообще город очень красиво украсили к Новому году, к Рождеству. Сегодня же 7 января. Мы гуляем по Мурманску как раз в Рождество. И людей практически нет на улице. Ну, логично, все закрыто, никого нет. Но вообще нам очень нравится то, что город прям такой уютный, маленький, небольшой, очень приятный. И то, что он такой снежно-белый, прям сказка. Еще одно очень известное туристическое место – это поселок Териберка. Я думаю, что вы знаете этот поселок по фильму «Левиафан», по российскому фильму «Левиафан» 2014 года. К сожалению, из-за погодных условий я не смогла попасть в этот поселок, но вы можете посмотреть фотографии, ссылка будет в описании видео. Но вместо поселка Териберка мы поехали в Хибинские горы, Хибины. Там находится горнолыжный курорт, Большой Вудьявр. И также там вообще Хибины очень известны тем, что там добывают минералы, там добывают какие-то специфические камни. В общем, в Хибинах мы побывали как раз на горнолыжном курорте, покатались на банане, на зимнем варианте банана, побывали в снежном доме и также посетили таинственный лес. Второй день мы приехали в Хибины. Это горы, которые находятся в Мурманской области. Здесь два города, Апатиты и город Кировск. Мы сюда приехали покататься, посмотреть, потому что это все-таки очень известное место. Здесь не назвать, что это зимний российский курорт, но здесь можно кататься на квадроциклах, на санях и так далее. Мы вот катались на банане, тоже очень необычное ощущение. И сейчас мы поедем смотреть на горы сверху. Оставайтесь с нами. Вот мы поднялись на самую вершину. Нам сказали, что это 800 метров. Вот под нами город Кировск. Это, получается, высокая точка, которая вот, как раз на которой поднимается подъем. Давайте погуляем. Итак, мы приехали в Мурманск специально увидеть северное сияние. В Мурманске мы находимся уже второй день. Вчера ночью мы тоже должны были отправиться охотиться за северным сиянием, но, к сожалению, охота не состоялась, потому что была плохая погода, а именно было очень облачно. Поэтому будьте готовы, если вдруг вы соберетесь приехать в Мурманск, то не планируйте поездку только на один день, потому что вы можете не увидеть северное сияние. То есть вам лучше найти специального человека, гида, который будет следить за прогнозами разных вышек и определит, где
в каком месте вы наверняка увидите северное сияние. Вот вчера такого места не оказалось, но уже совсем скоро, сегодня мы поедем охотиться за северным сиянием, и я обязательно вам это покажу. Да, Северное сияние – это, грубо говоря, поток солнечного ветра, поток пучка протонов, который приходит на Землю, собирается в магнитосфере и начинает свой заряд протона передавать инертному газу. И этот газ начинает светиться. Именно это мы и видим. Северное сияние – это большая люминесцентная лампа. А почему зеленая здесь, на севере, а красная на юге? Зеленая здесь на севере из-за нашего состава атмосферы у нас очень много кислорода, а зеленый цвет горения – это кислород. А на юге же, южное сияние, там другой состав, там большая часть светится аргон, она дает красный цвет. Почему на юге аргон? На этой высоте менее разряженный газ, там кислород меньше, на севере больше озоновых дыр, и поэтому кислорода больше проникает из атмосферы. То есть его больше, как разряженного газа, вне атмосферы, поэтому он светится зеленым. Что еще посмотреть в Мурманске? Как я уже сказала, Мурманск находится на Баренцевом море. И, конечно же, в Мурманске есть морской порт. Морской порт или морской вокзал – это символ города. И вот фрагменты оттуда. Этот храм называется Спас на водах. В Санкт-Петербурге Спас на Крови. Кстати, очень красивый вот так вот вид. А мы идем к маяку. Может быть, мы даже поднимемся на маяк. Это маяк, который ни разу не функционировал. Его просто построили. Вон там вот находится море. А маяк просто стоит, его пытаются запустить, чтобы он функционировал, но этого еще не произошло. А мы сейчас идем к памятнику затонувшей лодки Курск. Такая вот смотровая площадка, вся засыпанная снегом. Чтобы вы понимали, снега очень много. Не сказать, что как на ладони, потому что все-таки очень сильная полярная ночь. Ничего не видно. Все в тучах. Но представьте, как здесь красиво, наверное, летом. Лето в Мурманске тоже есть. Правда, оно короткое, чуть больше месяца. И температура не выше 20 градусов. Но есть. И этот снег тает. А вот так вот я закутана. Мы подошли к храму на воде. Слышите, этот колокольный звон. И вот он прямо на Баренцевом море. Еще одно туристическое место, которое я очень рекомендую посмотреть, это монумент Алёша. Это очень большой монумент. Этот монумент, памятник построили в советское время, и это его называют, так и называют, Мурманский Алёша. Это монумент защитникам Заполярья. Монумент смотрит на сторону долины Славы, которая находится на противоположном берегу Кольского залива. Именно там, на противоположном берегу, происходили бои в Великую Отечественную войну. Недалеко от морского вокзала находится необычное место, находится ледокол. Ледокол – это корабль, который плавает по Северному Ледовитому океану и специально ломает
колет лед, ледокол, ледокол Ленин. Это атомный ледокол, и он не функционирует сейчас, он стоит уже с 2009 года, то есть встал на вечную стоянку, он уже не рабочий ледокол, но зато очень популярное туристическое место сейчас. Мурманск не путайте с городом Муром. В Муроме муромчане, в Мурманске мурманчане. Город Мурманск – это вообще не старый город. Его основали 105 лет назад. Его основал еще Николай II, это последний император России. Он основал его не просто так. Баренцево море – это одно из немногих, может быть, даже единственное море на севере, которое есть в России, на севере России, которое не замерзает зимой. То есть это значит, что можно торговать и зимой. Что еще важно, город Мурманск, он достаточно небольшой, как я вам сказала, он не старый, но его очень сильно бомбили во время Второй мировой войны. Самое интересное, что в начале войны его не бомбили, потому что фашисты хотели оставить этот город себе, так как это один из немногих городов на Баренцевом море, в котором можно торговать, и в котором был уже готовый порт, морской порт. Но потом, когда они уже понимали, что сил у них не хватает, в 1944 году они очень сильно разгромили этот город. Как нам сказал экскурсовод, это был второй по бомбардировке город после Сталинграда. Но город восстанавливают по чуть-чуть. Еще очень важно, если вы планируете приехать в Мурманск зимой, одевайтесь теплее, потому что здесь правда очень холодно, погода часто меняется, то снег, то тихо спокойно, то опять сильный снег с метелью. В общем, ветер достаточно пронизывающий, холодный, поэтому минимум 3 слоя одежды, а то и 4. Тепло, одевайтесь.